Всем привет! Сегодня готовим очень простой и вкусный торт «Чародейка». Торт с заварным кремом и очень нежным бисквитом. Сначала приготовим крем. Берем в сотейник одно яйцо, полстакана сахара, ванилин по вкусу, у меня небольшой пакетик. Все немного перемешаем. Добавляем сюда 2,5 столовые ложки муки. И еще раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Нам понадобится 1 стакан молока, стакан у меня 250 мл. Вливаем молоко по чуть-чуть, каждый раз перемешиваем. Ставим сотейник на огонь. Варим, постоянно помешивая до загустения. В конце добавляем сливочное масло 50 грамм. Растапливаем его и снимаем сотейник с огня. Крем полностью остужаем, накрываем пленкой в контакт, чтобы он не заветрился. Готовим корж. Берем 4 яйца, щепотку соли, сахар 1 стакан, также 250 мл. Можно немного даже меньше. Взбиваем все миксером на большой скорости 6-8 минут, чтобы наша масса стала пышной и увеличилась в объеме. Далее просеиваем 1 стакан муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Замешиваем тесто, перемешиваем лопаткой снизу вверх до соединения всех ингредиентов. Тесто готово, долго его не мешаем. Выливаем тесто в форму 20-22 см и отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут. Готовность проверяем шпажкой. Далее приготовим глазурь. Молоко 4 столовые ложки, 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку какао. Все перемешаем и ставим на огонь. Также помешиваем, провариваем немножко до загустения. В конце добавляем 50 грамм сливочного масла и растапливаем. Когда масло растопилось, снимаем с огня и немного остужаем. Для пропитки я взяла 60 мл теплого молока и 2 чайные ложки сахарной пудры. Пропитка в этом торте не обязательно, получилось и так очень сочно. Когда корж остыл, делим его на 3 части. Я делаю это с помощью струны. Можно или с помощью нитки, или просто разрезать все ножом. Очень нежный корж получается, воздушный, он очень хорошо поднялся. Собираем торт. Выкладываем на низ корж и его пропитываем. Далее половина крема. Коржи диаметром у меня 20 сантиметров. Выкладываем второй корж, также его пропитываем. И вторую половину крема. Закрываем все верхним коржом. Теперь покрываем торт глазурью. Полностью глазурь остужать не нужно. Просто немного, чтобы она подостыла. Распределяем глазурь по всему торту. Смазываем верх и края торта. Убираем торт в холодильник на 6 часов. Я не выдержала и достала его раньше. И даже через 4 часа он был уже очень нежным. Резался просто идеально. Посмотрите, какая красота. Через 6 часов он стал просто сказочным. Даже не ожидала такого эффекта. Очень вкусный торт, просто и быстро. Посмотрите, какой он нежный. Очень рекомендую. А если вам понравился рецепт, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал.